Сегодня я отправляюсь в путешествие в Карелию. Впереди меня ждет поездка на Рускеальском экспрессе с ретро-локомотивом, который отвезет меня в горный парк Рускеала. А в этом парке я спущусь в подземный город и посмотрю заброшенные подземелья и штольни. Так что не будем терять времени, собираемся и выезжаем. Рассказ о своем путешествии я начну из города Сартовала. Сейчас, ранним декабрьским утром, я стою на вокзале и жду свой поезд. Но это будет необычный поезд. Я поеду на Рускеальском экспрессе. Это поезд, стилизованный под конец 19-го, начало 20 века. И везет его не современный электровоз, а локомотив на паровой тяге. Настоящий паровоз, который едет на угле. Поэтому вокруг него так много дыма и пара. И даже снаружи, если приглядеться, то можно заметить, что внутри явно что-то горит и там очень жарко. Сзади себя локомотив везет уголь, так как его требуется много для таких регулярных поездок. Ну вот звучит звук вокзального колокола, а это значит пора. Скоро поезд отправится и нужно занимать свои места. Весь персонал поезда одет в форму того времени, что еще больше способствует созданию ощущения, что ты перенесся на 100 с небольшим лет назад и едешь в поезде тех времен. Стилизован под те времена не только локомотив, а еще и все вагоны, как снаружи, так и внутри. Надписи на них выполнены так, как было раньше, до реформации языка. Висят таблички, что это за маршрут и экспресс, так что это настоящий ретро-поезд. Ну а я захожу внутрь. Билет, кстати, у меня тоже не простой, а стилизованный. Ну что ж, поезд практически готов, и в ближайший час я буду ехать вот в такой вот обстановке на Рускеальском экспрессе. Состав состоит из разных вагонов, про каждый из которых я вам сейчас расскажу. Начну я свою поездку в вагоне первого класса. Он состоит из 4 купе и общественного пространства между ними. В купе и лобби есть телевизоры, на которых поочередно можно посмотреть, что происходит в кабине машиниста или спереди поезда, то есть куда он едет, вид вперед. Очень много где есть розетки и USB выходы, чтобы зарядить свой телефон. Ведь фотографироваться здесь все будут очень много, а впереди нас ждет еще прогулка по горному парку и подземелья. Так что заряд нужно экономить, ну или подзарядиться в поезде. Ехать здесь очень комфортно, все-таки первый класс как-никак. Удобные мягкие диваны, подушки, столики с уютными лампочками. В общем, поездка в этом вагоне будет очень удобной. Но вдобавок ко всему в стоимость билета входит небольшой перекус. Сразу после отправления мне в купе принесли сухофрукты, 4 бутерброда с рыбой и бутылочку игристого. Так что поездка уже на этом моменте явно удалась. Подкрепившись, можно и немного отдохнуть. Места много, можно вытянуться на мягком диване и полежать, покачиваясь под стук колес. Ну или просто посмотреть в окно на красивые зимние виды, а посмотреть там есть на что. Помимо первого класса, в основном поезд состоит из обычных пассажирских вагонов общего типа. Они тоже красивые, но внутри уже не мягкие диваны, а сидячие места. И купе рассчитано на 6 человек. Здесь тоже можно отлично провести время в поездке. Кстати, поезд преодолевает весь маршрут за 1 час, так что времени на все должно хватить. Перекус тут не предоставляется, зато есть безлимитный доступ ко вкусному чаю, который приносят в стакане с красивым подстаканником, а сахар завернут в фирменную этикетку. Тут тоже стоят зеленые лампочки, а на столе сделана железнодорожная карта того времени.
В вагоне есть терминал, в котором можно купить билет в горный парк. Ну или это можно сделать заранее на вокзале по отправлению или уже по прибытию. Между вагонами можно ходить, однако переходы закрыты не до конца, поэтому иногда тебя может сверху немного припорошить снежком. Так что я старался как можно быстрее преодолеть такие переходы. Если захочется поесть, то можно перейти в один из двух вагонов ресторанов. Здесь стоят клетки с птицами, играет живая музыка, так что получается очень атмосферно. Посидеть здесь, даже ничего не заказывая, очень здорово. И если кому-то интересно, то меню я тоже покажу. Спустя час такой безмятежной поездки ты прибываешь на конечную станцию Горный парк Рускеала. К этому времени окончательно светает и, возможно, даже уже пообедав в поезде, ты выходишь готовый к дальнейшим приключениям. Тут можно еще немного прогуляться вдоль поезда, насладиться атмосферой прошлого и пофотографироваться. Но делать это нужно не очень долго, потому что сейчас начинается главное представление. Сразу за станцией есть поворотный круг. И так как эта станция конечная, то локомотиву нужно развернуться, что он и будет здесь делать. Но я вам расскажу об этом не со стороны, а прямо из кабины машиниста. Здесь, кстати, не так уж и много места, как может сперва показаться. Хоть локомотив и огромный, большую часть в нем занимает топка, бак и все механизмы, а приборов тут достаточно. Как я уже говорил, паровоз работает на угле, поэтому нужно все время подкидывать лопатой уголь. Ну а жар в топке большой, и на горящий уголь можно смотреть вечно. Ну вот вагоны отцеплены, и паровоз заезжает на поворотный круг. Сейчас он будет разворачиваться. Вокруг сделаны специальные настилы, так что все желающие могут подойти и посмотреть, как это все происходит. Ну а пока паровоз разворачивается, мне даже удалось дернуть несколько раз ручку гудка. После завершения данного шоу делать на станции особо нечего, и нужно отправляться в парк. Хотя для самых нетерпеливых здесь есть домик с чаем, различные декорации и небольшая зона отдыха, на которой всегда горит костер, у которого можно согреться. Также можно заглянуть в музей подстаканников. Или пройти еще немного дальше, где вечно стоят вагоны, в которых сделан ресторан и сувенирная лавка. Отсюда уже видны первые достопримечательности парка. Например, заброшенный мраморно-известковый завод, на котором шло производство извести из добываемого на рускеальском месторождении мрамора. Ну а я углубляюсь в сам парк. Я здесь уже бывал летом, но сейчас, зимой, под снегом, он открывается немного с другой стороны. Здесь все хорошо обустроено, так что даже сейчас, когда постоянно идет снег, ходить везде легко, так как все почищено, а на скалистых участках сами дорожки сделаны из деревянных настилов с перилами. Кое-где встречаются небольшие пещерки, но это еще совсем не то, что я вам обещал. Это, как говорится, цветочки. К ягодкам в подземный город мы отправимся чуть позже. В парке много смотровых площадок, которые сооружены вокруг большого карьера, в котором раньше добывали мрамор.
Кстати, из этого мрамора сделан Исаакиевский собор, про который у меня тоже есть отдельное видео, полы Казанского собора, некоторые элементы в Эрмитаже также родом отсюда. И еще множество дворцов и замков частично сделаны из рускеальского мрамора. А одним из последних заказчиков был петербургский метрополитен, которому требовался камень для станций метро Ладожская и Приморская. Сейчас карьер затоплен, так как уже давно никто не выкачивает оттуда сутные дождевые, талые и другие воды. А для тех, кто любит острые ощущения, с одного берега на другой можно добраться на зиплайне. Когда стемнеет, то скалы карьера будут в красивой цветной подсветке. Так что если вы сюда поедете, то обязательно задержитесь, чтобы увидеть все это. Если знать места, или обращать внимание на указатели, а для самых современных просто открыть онлайн-карты, то можно найти небольшие домики, которые красиво стоят среди заснеженного леса. Это мастерские. Правда, сейчас работа здесь не идет, так что это в первую очередь еще один магазин сувениров, в котором продаются работы из камня. Вот, например, можно приобрести камень, на котором будет твоя собака. Самое главное выбрать нужную форму. А для тех, у кого нет собаки, можно просмотреть что-нибудь еще. Невдалеке от мастерских находятся работы побольше, которые стоят прямо в камнях и среди которых можно походить, разглядывая их же. А их здесь целые ряды. Бродить по горному парку можно долго, но если кто-то в вашей компании замерз или просто любит частенько поесть, то можно заглянуть в кафе, погреться, отдохнуть и перекусить. Ну а пока ваш друг отдыхает, расскажу, как вообще сюда добраться. Исходно я сюда ехал из Санкт-Петербурга, и у меня было два варианта, как доехать до Сартовалы, из которой отправляется Рускеальский экспресс. Можно было встать рано утром и поехать на «Ласточке», которая в 6 часов утра отправляется с финляндского вокзала и приходит за 20 минут до отправления ретро-поезда. Но я выбрал немного другой маршрут. В 12:30 ночи я сел на Ладожском вокзале на поезд дальнего следования, в котором ночью поспал, и на утро за 2 часа до отправления поезда был в Сартовале. Этот вариант мне понравился еще тем, что у меня было достаточно времени, чтобы увидеть, как подготавливают паровоз к маршруту, как он подъезжает к платформе и маневрирует при подъезде к ней. Было время снять видео, сделать фотографии, не говоря уже о том, чтобы зайти куда-нибудь позавтракать. А вдобавок ко всему, рядом с вокзалом Сартовала есть выставочная зона. Здесь тоже стоит паровоз, но в отличие от того, на котором я ехал, он украшен новогодними огнями и просто стоит как музейный экспонат. Вокруг него сделано красивое пространство с деревянными лавочками и различными зверями. Все это присыпано снегом и украшено гирляндой. Так что если вы, как и я, приехали пораньше, то обязательно зайдите сюда. Здесь очень красиво. На перилах висят гербы городов России, так что можно поиграть в игру, кто быстрее найдет герб своего города. В вагоне, который стоит следом за локомотивом, сейчас находится лавка и небольшая закусочная. Сюда тоже можно зайти, и даже не обязательно, чтобы что-то купить, а чтобы насладиться ее атмосферой. Невдалеке, но тоже на станции, стоит колодец. Не настоящий, конечно, но по крайней мере верхняя часть от него имеется. Ну и отсюда можно увидеть, как подъезжает тот самый паровоз, который и повезет тебя до горного парка. Кстати, когда приедете на конечную станцию на экспрессе, обратите внимание на гномиков, которые стоят у входа на станцию. Все-таки в горный парк приехали как-никак, а у них на логотипе изображен гном-шахтер. Ну и в принципе сейчас все активно украшают, так что скоро здесь будет настоящая сказка. Но вернемся обратно к прогулке. В парке есть множество дорожек, по которым стоит прогуляться. Также есть множество смотровых площадок, которые нависают над отвесными скалами так, что тебе открывается изумительный вид не только вперед, но еще и вниз. Прогулка по такому месту однозначно надолго запомнится, потому что карельская природа и так красивая, а зимой она полностью преображается, и ты как будто бы идешь по сказочному зимнему лесу.
Ну вот, появились здания, напоминающие деревню гномов. А это значит, мы спускаемся в подземную Рускеалу. Билет сюда нужно приобрести отдельно, и можно прямо на месте. А при выходе, ну или при входе в шахты, показано, как раньше здешние горняки выкатывали добытые породы наружу. Работа у них была не из легких. Ну а я, пройдя через фотогалерею, попадаю в штольни. Конечно, сейчас все приведено в порядок. На полу сделана ровная дорожка, по бокам водоотводы, потому что здесь очень большая влажность. Температура здесь в любое время года постоянная, плюс 6, плюс 8 градусов. Доступная дистанция для осмотра около километра. Однако существует еще множество других штолен и ходов, которые уходят еще глубже под землю. Сейчас большая часть из них затоплена, но ходит легенда, что если осушить и разгрести все проходы, то можно добраться аж до соседней Финляндии. По заброшенным шахтам можно дойти до подземного озера, которое выглядит как большой колонный зал. Эти подпоры шахтеры специально оставили, чтобы потолок не обвалился. Однако сейчас в самом слабом месте провал все-таки появился, и через него виден зимний лес парка, по которому я совсем недавно гулял, там, наверху. Когда здесь лед станет покрепче, а это обычно случается к середине февраля, тут проводят выставку скульптур из льда, которую можно посетить аж до мая, потому что период самого холода тут немного сдвинут, так как недра сначала не успевают промерзнуть, а потом долго отдают холод. Стены здесь также оборудованы подсветкой, так что можно посмотреть демо-версию шоу, не дожидаясь, когда стемнеет, и подсветку включат на большом мраморном каньоне. Ходить по туннелям нужно обязательно в каске, и это не просто формальность, а действительно важный элемент мер предосторожности. Я вот, несмотря на то, что был очень аккуратным и внимательно слушал технику безопасности, да и особо не спешил, шел без резких движений, чтобы не ударить камеру, телефон и все прочее, чем я был обвешан. Но все равно несколько раз, да и ударялся головой о нависшие своды прохода. После экскурсии по подземным ходам и штольням Рускеалы у меня было еще немного времени, чтобы осмотреть парк. Еще одно место, которое осталось неохваченным моим вниманием, это итальянский карьер. Он так называется, потому что здесь практически всеми работами руководили итальянцы. Рабочие вручную бурили отверстия по вертикали и горизонтали, потом закладывали туда порох и производили взрыв. Так от скальной породы откалывались блоки по 10-16 тонн. После этого они ждали наступления зимы, чтобы на специальных санях довести все это дело до Сартовалы, в которую весной приплывали специальные суда и по Ладожскому озеру доставляли мраморные блоки в Санкт-Петербург. Небольшие же блоки мрамора доставляли на укрепленных повозках в Санкт-Петербург круглогодично. Рядом с итальянским карьером есть пространство с каменными троллями, которых понастроили здесь прям повсюду. Темнеет здесь рано, часам к 4 вечера уже будут сумерки. Но это повод посмотреть парк, когда света становится меньше и зажигаются фонари. В этом есть своя прелесть. Но мне нужно возвращаться обратно к железнодорожной станции. Вон там внизу уже видны фонари поворотного круга, а скоро объявят посадку на поезд.
Как по мне, путешествие получилось просто отличным.